Привет всем фанатам Якузы, да и не только фанатам Якузы, если вы из чего-то вдруг решили посмотреть это видео. Близится РГГ Саммит, лично меня уже пробирает нервячок от возможно грядущих анонсов, и не без причины. Мероприятие состоится уже 24 сентября, то есть прям вот буквально на днях, и среди фанатов Якузы ходит очень много всяких разнообразных вариантов того, что же наши Кьюдай и Якояма и компания покажут нового. Варианты бродят самые разные, в какие-то верится охотно, в какие-то не очень. Поэтому сегодня я очень хотел бы обсудить с вами все эти домыслы, инсайды и сливы самой разной степени достоверности. Поэтому присаживайтесь поудобнее, заварите себе чаю или чего покрепче, ну и давайте начнем. Ну а спонсором этого видео стали мои новые подписчики, а также ребята из Reddit Yakuza Games, англоязычные и русскоязычные, которые очень тепло приняли мое видео по маджонгу. Ребята, огромное вам всем искреннее спасибо. Именно вы зарядили меня этой нескончаемой энергией, придали мне огромную мотивацию творить дальше. Может, некоторых и не впечатлят такие показатели, но лично для меня это очень большое достижение, поэтому спасибо вам всем огромное. Для всех новых англоязычных подписчиков я теперь буду делать английские субтитры на каждое видео, даю слово. По ощущениям, грядущий РГГ Саммит должен стать самым хайповым со времен одновременного анонса Гайдена, 8 части ремейка Ишина. Как вспомнит тот анонс, аж мурашки по коже. А все потому, что Рюга Готоку тем своим анонсом буквально открыли ящик Пандоры, доселе никем не виданный. Я не помню ни одной игровой студии, которая могли бы вот так за раз анонсировать сразу три, мать его, игры из одной франшизы. То есть, если раньше у РГГ в разработке была одна игра, то в ожиданиях от саммита было разве что увидеть геймплей грядущей игры, какие-то подробности, нюансы разработки, рекламу мерча, дату выхода, интервью и все. Вот так оно примерно было раньше. Теперь же от трансляции Рюга Готоку Studio можно ожидать вообще чего угодно. Эти ребята способны анонсировать 3 игры за раз, они вообще безбашенные. Посмотрите на этого человека. Этот человек без тормозов. Нагоши долгое время держал его на привязи, но теперь он готов рвать и метать. Он даже Кирю поменял прическу на свой манер. Вам недостаточно доказательств того, что этот человек способен на все? Масло также подливает в огонь наших ожиданий тот факт, что самая последняя игра, а именно Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, вышла чуть более чем полгода назад, что по меркам обычного фаната Якузы целая вечность. Фанаты Якузы не привыкли так долго ждать. В нашем режиме обычно, пока мы проходим одну часть Якузы, выходит уже 2 новых. И это вообще не шутки. Рюга Готоку настолько разбаловали нас анонсами новых игр, что мы даже не допускаем той мысли, что в разработке у них может быть только всего лишь одна игра. Вот с нее давайте и начнем. Stranger Than Heaven. Пожалуй, самая очевидная игра, которую 100% можно ожидать на РГГ Саммит. Ее уже анонсировали ранее, так что на этом саммите ей абсолютно точно будет уделено очень много времени. По заявлениям разработчиков, игра будет проходить аж в 3 разных временных промежутках: 1915, 1929 и 1943 годах. И основное место действия будет уже знакомое всем Саттенбори в Осаке. Игра расскажет нам о некоем Мако Дайто. Не путать с Макото Дате, Макото Тоджо и еще одной Макото. Кстати, если вдруг кто не обратил внимания, то персонажи в обоих трейлерах это один и тот же Мако Дайто, просто в разных временных промежутках. И там можно заметить его шрам и его которые вполне вероятно несут в себе какой-то символизм, ведь яркие голубые глаза вообще не характерны для японцев. А у этого персонажа они прям особенно яркие. Разработчики, конечно, заявляли, что игра никак не связана с Якузой и что это совершенно другая история. Но мне кажется, что они немножечко так самую малость пиздят. И я объясню почему. Даже Judgment изначально заявлялся как отдельное произведение, но что в итоге? В разных мелких нюансах игра перекликается с Якузой, а некоторых персонажей еще в итоге можно встретить в следующих частях Якузы, которая ныне уже Like a Dragon. Если эта игра вдруг вообще никак не будет связана с Якузой, то она как минимум будет происходить в той же вселенной. Просто на десятки лет ранее основных событий. И я уверен, что даже если эта игра будет о другом, то какие-нибудь отсылки и упоминания о Альянсе Оми точно будут. Самое, наверное, бросающееся в глаза это то, что игра может быть неким приквелом вообще всей Якузы и будет рассказывать о становлении Альянса Оми и вот этого вот всего, ведь основное действие у нас как раз будет проходить в Саттенбори. И если верить лору Якузы, то Альянс Оми как раз и был образован где-то в промежутке от 1900 до 1920 года. И это как раз приходится на начало событий Stranger Than Heaven.
Если пройтись по годам, то 1915 год – это буквально начало Первой мировой войны, и Япония активно в ней участвует, мобилизуя огромное количество мужчин на войну. 1929 год, как таковой, ничем не примечателен, но он предшествует японскому вторжению в Маньчжурию, территорию нынешнего Китая, и становлению Японии мощным тоталитарным государством. 1943 год – это самая середина Второй мировой войны. То есть из трех временных промежутков только 1929 год можно назвать относительно спокойным. Во всех остальных же нам, игрокам, видимо, придется долгое время гриндить иены, чтобы купить себе хоть какой-нибудь захудалый онигири в торговой лавке, так как времена-то военные и большая часть продовольствия уходит на фронт. Поэтому солить деньгами как в нулевке точно не получится. Но лично для меня так даже лучше. В любом случае, таким интересным сеттингом военной тоталитарной Японии Рюга Готоку уже точно продали мне эту игру. Поэтому ждем саммит, чтобы узнать больше сочных деталей. Like a Dragon Kenzan. Ремейк Кензана, возможно, не так сильно очевиден, но он возможен, так как из таких исторических игр во франшизе имеются только Кензан и Ишин, а Ишин ведь уже ремейк получил. Изначально ведь РГГ не собирались издавать эти игры на Западе, но когда франшиза стала мега популярной, они такие решили сделать ремейк Ишина с английским переводом. И Кензан как будто бы прям напрашивается на следующий ремейк и на мировой релиз. Кензан в оригинале уже очень сильно устарел, загибается на PS3, да и выходил он только в Японии, поэтому ремейк нужен катастрофически. Также крайне немаловажно будет заметить, что оригинал Кензана был основной темой для разговора во время прошлого стрима разработчиков за 28 августа. Казалось бы, с чего они вдруг решили вспомнить о Кензане? Они просто заскучали и решили посвятить этой игре целую половину трансляции? Да, на разных трансляциях они говорят о разных своих играх, но просто так внезапно вспомнить об этой полузабытой игре в преддверии самого главного саммита этого года, это настораживает. Сам факт того, что о Кензане не забывают, уже говорит о том, что рано или поздно и он получит свой ремейк. Вопрос только, когда это случится. Далее. Третья часть Judgment. На самом деле, из последних новостей следует то, что эта франшиза скорее мертва, чем жива. Поэтому, пожалуй, это единственный кандидат, на появление которого можно поставить 1%. И то, это будет чудом. Возможно, разработчики просто любезно дают мне фору, чтобы я наконец-то прошел обе части, потому что я в них еще не играл. Уж слишком сильно я хотел сначала закончить основную серию игр, и я лишь на днях закончил проходить Pirate Yakuza in Hawaii. Поэтому вот теперь уже после прохождения Пирата Якузы я совершенно спокойно могу садиться проходить Fist of the North Star Lost Paradise. Далее. Второй сезон сериала Like a Dragon Yakuza. Ой, блядь. При всем феноменальном успехе этого мегаблокбастера стоит отметить, что он сделал то, что вряд ли смог бы сделать кто-либо другой на его месте. Благодаря этому сериалу теперь еще очень не скоро какой-нибудь даже самый захудалый кинорежиссер решится притрагиваться к этой франшизе. Обидно. Like a Dragon Yakuza 9. Как бы мне не хотелось поскорее обмазаться продолжением истории, все-таки полноценный анонс 9 части очень маловероятен. Если взять за базис последнюю тенденцию, то номерные части Якузы, начиная с 6 и если взять за скобки ремейк второй части, выходят с перерывами в 4 года. Вы можете возразить, что если копнуть ранее, то можно заметить, что 3 и 4 части выходили с перерывами в год. Это так. Но все же, какими бы матерыми гигачадами не были Якояма и компания, разработка игр дорожает и становится сложнее. Даже для таких мастеров реюза контента, как RGG Studio. Так что даже если на саммите они вбросят какой-то маленький микро-тизерок, где покажут тупо логотип игры и вообще просто какую-нибудь фотку колеса от инвалидной коляски с надписью Coming Soon, то это, конечно же, заставит всех фанатов Якузы, и меня в том числе, подорваться с кресел. Но это еще не будет означать, что разработка игры вообще начата. Но я, конечно же, очень буду рад ошибиться. Ну и, наверное, закончим на самом расхайпленном на сегодня варианте. Yakuza Kiwami 3. Тут будет немного маленьких микроспойлеров, так что если вы не играли во вторую и третью части, то дальше смотрите на свой страх и риск. Последние недели весь интернет как в едином порыве буквально сплотился на мысли о том, что на грядущем саммите непременно анонсируют ремейк третьей Якузы.
И глядя на все эти бесконечные ролики, можно действительно поверить в это. Да чего лукавить, я и сам очень хотел бы поиграть в ремейк и побродить по этим маленьким ламповым улочкам и рынку, перенесенным на более современный движок. И хочется, чтобы игру расширили, как это сделали в Kiwami 2. Напоминаю, что там была добавлена дополнительная история за Маджиму, которая неплохо так увеличила лор второй части и подарила миру одну из лучших боевых сцен в истории с шикарнейшим саундтреком. Никакого сарказма, сцена действительно просто отвал башки. Самое забавное, что за полноценный ремейк третьей части громче всех остальных топят именно те же самые люди, которые регулярно обсирали оригинал, называя его блокузой и вообще ругая игру за невнятный и скучный сюжет, который еще сверх того разбавлен нуднейшим вступлением на Окинаве аж на 3 игровых главы. Я к таким людям не отношусь и всячески осуждаю такое надменное отношение к третьей части. И я вообще считаю, что первые 3 главы в тройке невероятно душевные и как раз показывают Кирю с другой стороны, более человечным и приземленным, с ворохом бытовых и семейных проблем. Это действительно крайне недооцененное вступление, так как именно благодаря такому вступлению часть игры, когда Кирю возвращается в Камурочо, бьет особенно сильно, ведь после тепла и уюта в домике на берегу океана нас бросают в самое пекло якузовских разборок с очередной дележкой клана Тоджо. Самым, пожалуй, жирнейшим намеком на выход ремейка третьей части может служить то, что буквально на днях на распродаже в Стиме на скидках были все игры серии Якуза, кроме третьей части. Нечто похожее уже было ранее, когда на распродаже оказались все игры, кроме нулевой части. Это было как раз накануне выхода обновленной и более полной версии Yakuza Zero Director's Cut для Switch 2. Но можно ли считать факт отсутствия на распродаже третьей части железобетонным пруфом грядущего ремейка? Лично я считаю, что нет. И вот почему. Мне кажется, что РГГ специально не закинули тройку на распродажу, чтобы разогреть фанатов к саммиту. РГГ ведь уже давно замечены за тем, что они следят за своей аудиторией. Они даже в курсе всех актуальных мемов, чем постоянно кичатся в Твиттере. Я не удивлюсь, если они видели, как часто фанаты упоминают возможный ремейк третьей части и просто решили подкинуть дровишек в печку. Я, конечно, не могу этого доказать, но я буду следить за Икаямой, и как только он совершит неосторожный шаг, я поймаю его с поличным. Но что если все вовсе не так, и РГГ таким образом наоборот дают нам подсказки, делают намеки, и ремейк действительно будет анонсирован? Такое тоже возможно. Но знаете, ребята, что меня действительно пугает в потенциальном ремейке? Нейминг. Если эта игра так и останется Якузой, и к ней просто припишут Kiwami 3, то все хорошо. Но что если? Просто допустите на секунду мысль. Что если они вдруг захотят назвать ее Like a Dragon? Такое, конечно, маловероятно, но что если? Как оно тогда будет? Like a Dragon Kiwami 3? Просто Like a Dragon? Like a Dragon Infinite Problems? With every new Yakuza games because we suddenly changed name Yakuza to Like a Dragon? Все это, конечно, важные вопросы, но похоже, что у нас все-таки появился по-настоящему стоящий пруф, так как буквально, пока я монтировал этот ролик, появился новый жирнейший инсайт, подтверждающий анонс Yakuza Kiwami 3 на RGG саммите. На официальном сайте RGG Studio планово обновляли сайт и добавили новую категорию под названием Yakuza Kiwami 3, прямо над Yakuza Kiwami 1 и 2, но потом спешно ее удалили. Но фанаты Якузы не спят, они бдят и как ищейки находят даже такие мимолетные улики. И как только улика была найдена, весь Reddit Yakuza Games уже стоял на ушах. Комьюнити Якуза действительно нашло самый настоящий бриллиант, который легко можно было бы пропустить. Так что теперь самое главное дождаться саммита и увидеть этот анонс своими собственными глазами. Но давайте немного все же подостынем, ведь даже такой, казалось бы, стопроцентный пруф не дает прям абсолютной гарантии на анонс ремейка, так как всегда можно списать 5% чего угодно на человеческий фактор. Может, чел, ответственный за сайт, тупо вводил на сайте категории, написал Yakuza Kiwami 1, Yakuza Kiwami 2, а затем задумался о том, что скорее бы уже обед, и машинально вписал еще и третью часть, а затем стер. Однако кипиша этот инсайт навел знатного. От всех этих теорий и инсайдов уже натурально едет крыша, поэтому давайте подводить итоги. Итого, на RGG Summit, по моему мнению, будет Strangers in Heaven 100%, Like a Dragon Kenzan 20%, новый Judgment 0%, Like a Dragon 9, ставлю 70% на то, что будет маленький тизер, фото, лого или что-то вроде этого. Yakuza Kiwami 3
Я хотел бы сказать 30%, но благодаря новому жирнейшему инсайду я поставлю 85%. Вот, собственно, мои мысли по поводу грядущего саммита. Так или иначе, эти ежегодные саммиты уже стали для меня таким маленьким личным праздником. Хотя, каким уж тут маленьким. Это большой праздник для фанатов. Якуза, как ни крути, это одна из лучших вещей, что попадалась мне в моей жизни. Люблю ее всем сердцем и ничего не могу с собой поделать. Спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставайтесь на связи, нам еще есть что обсудить.